Всем привет, меня зовут Стас, и сегодня я расскажу, как экспортировать террейны из Houdini в Unity самым простым и удобным способом. UniToolkit, мой пакет для интеграции Houdini и Unity, недавно обновился до версии 1.1, в которой появилась полная поддержка террейнов. Что в нее включено? Возможность создавать слои террейна из PBR-текстур с упаковкой в каналы, экспорт террейна со всеми слоями, травой и деревьями, разрезание гигантских террейнов на части и склеивание их в Unity, поддержка микросплат с автоматической настройкой, поддержка системы воды в Unity HDRP, можно создавать поверхность любой формы и запекать карту течения для рек. Если у вас уже есть UniToolkit, то нужно скачать новую версию в том посте, в котором вы его покупали. Если же у вас его нет, то ссылки будут в описании к видео. Итак, поехали. Я открыл новый проект Unity, это Unity High Definition Render Pipeline, но, конечно, UniToolkit совместим со всеми пайплайнами. И для начала нам нужно установить Unity Package. Вот он, UniToolkit 1.1. Перетаскиваем этот файл в окно проекта. Появляется окно Import Unity Package, нажимаем Import. Установка закончилась, и у нас появилось верхнее меню «Берег». Выбираем здесь Prefab, Importer. Открылось вот такое окно, давайте мы его перенесем сразу куда-нибудь сюда. И откроем свиток Default Settings. Мы увидим, что здесь у нас появился новый фолдер, который называется Terrain Folder. И он находится в Assets/Terrains. Также у нас появилась вкладка Terrains, в которой есть две большие кнопки. Про них чуть позже. Я рекомендую посмотреть базовый урок по UniToolkit, если вы не до конца понимаете, что здесь происходит. Чтобы убедиться, что настройка завершена, давайте пойдем в папку Editor, UniToolkit, и здесь должно появиться три файла: UT-Mapping, UT-Materials и UT-Terrain. Если же здесь пусто, то вы можете нажать на кнопку Refresh Data, и эти файлы все перезапишутся. Настройка в Unity завершена, мы будем использовать все пути по умолчанию. Перейдем в Houdini. У меня есть свежий проект, давайте установим ассеты, Assets, Install Asset Library. В архиве вы найдете два файла: UniToolkit, это основной файл со всеми ассетами, и также UT-Terrain Helpers. Там лежат просто полезные для работы с террейнами ассеты. Давайте выберем их оба с шифтом и нажмем Accept и Install. Я создам контейнер Geometry, зайду внутрь. И давайте посмотрим, у меня появилась папка UniToolkit, в которой есть куча разных ассетов. Для начала давайте установим пути. Для этого я положу ноду, которая называется UT-Export. И здесь во вкладке Setup нам нужно установить три папки. Давайте пойдем сюда. Первая папка Unity Project Folder. Это папка проекта Unity выше уровнем, чем папка Assets. То есть папка, в которой лежат Assets, Library, User Settings и так далее. Выбираем ее. Вторая папка Материалы. Это папка, в которой должны лежать материалы. Я уже создал такую папку в проекте Materials. И третья папка Unity Prefabs Folder. Это папка, в которой у нас будут лежать префабы. Ну, в данном случае префабы там деревьев, камней и так далее. У меня такая папка тоже уже есть в проекте. Это папка Prefabs и Parts. Выбираем ее. И первичная настройка ассетов в Houdini тоже закончена. Давайте перенесем какой-нибудь террейн. Я быстро создам террейн. Выбираю ноду Hide Field. И самое важное ограничение Unity — это то, что разрешение террейна должно быть степенью двойки, то есть 512, 1024, 2048, 4096. А сейчас по умолчанию Hide Field у нас 500 на 500, потому что у нас Grid Spacing стоит 2 и Size 1000 на 1000, то есть воксель занимает 2 метра. Давайте мы здесь перепишем 1024 на 1024 и сделаем Grid Spacing 1. Вот у нас получился террейн 1024 на 1024. И теперь с ним можно работать. Давайте быстренько сделаем какой-то базовый террейн. Я положу Hide Field Noise. Потом положу Hide Field Distort by Noise. Чуть-чуть поднастрою. И дальше я положу эрозию. Hide Field Erode. В ней я сразу выключу визуализацию. И в Advanced я включу Post Smooth. И эта нода симуляционная, поэтому давайте выберем Freeze at Frame 20, для того, чтобы у нас прошло 20 шагов эрозии. Отлично, вот у нас уже вырисовывается какой-то красивый террейн. Теперь давайте добавим Slump. Для начала я положу ноду Hide Field Flow Field, для того, чтобы посчитать, как у нас будут скатываться с нашего террейна камушки всякие, оседать порода. И положу ноду Hide Field Slump. И теперь у нас порода как бы съехала с вершины и образовалась снизу. Здесь мы можем даже увеличить немножко количество итераций, для того, чтобы внизу была более гладкая порода. Сюда у нас спускается почва, песок и так далее. Ну, отлично, вот у нас есть такой террейн, давайте мы его экспортируем в Unity. И на самом деле нет ничего проще.
Выбираем ноду, которая называется UT-Terrain Export. Подключаем Terrain в первый ее вход. И давайте посмотрим. Самое главное в ней название ассета. Это то, как будет фигурировать наш Terrain в Unity. Ну, давайте сделаем, например, тест. Output Path, как вы видите, он у нас уже стоит до проекта Unity, Assets, Models, Input, Terrains. И эта папка должна быть в списке Input Folders. Вот она, Assets, Models, Input. И давайте пока ничего не будем здесь трогать и нажмем на кнопку Экспорт. Отлично, у нас записались все необходимые файлы. Переходим в Unity. И здесь нажмем Import Terrains. У нас включен чекбокс Show Dialog, который показывает вот это вот окошко. Нажмем Yes. И все готово. Terrain импортирован. Он у нас появляется в выходной папке Output Folder. Это Assets Prefabs Output. Выберем его. И вот у нас здесь появился префаб с названием тест. Давайте его сюда положим. И убедимся, что да, у нас появился Terrain. Вроде он похож, но он сейчас у нас розовый. Да? Почему? Потому что на нем нет материала. Давайте материал создадим. Пойдем в папку Materials. Щелкнем правой кнопкой, выберем Create Material. И назовем его Terrain. Дальше нам нужно назначить на него шейдер Terrain. Заходим в меню Shader. В данном случае я работаю с HDRP, поэтому я захожу в HDRP. И выбираю Terrain Lead. Если у вас другой рендер пайплайн, соответственно, вы должны зайти в другую папку. Вот у нас этот материал добавился. И давайте мы его сразу же назначим из Houdini. У нас есть нода UT-Material. Она работает и с обычными префабами, и с террейнами. Положим ее сюда. Здесь нажмем вот эти стрелочки, чтобы обновить список материалов. И материал Terrain у нас появился здесь в меню. Выбираем его. Снова делаем экспорт. Переходим в Unity. Import Terrains. Yes. И, как вы видите, все в порядке. Материал добавился на наш Terrain. Давайте сразу же немножечко поднастроим окружение, чтобы все было красивее. Зайдем в Sky and Fog Volume. Здесь я включу Fog. Выберу Background Clouds. И здесь выберу Cloud Layer. У меня сразу же появились вот такие облака. Дальше выберу Add Override. И добавлю Cloud Layer. И теперь я могу выбирать разные типы облаков. Если включу Cloud Map, Opacity RGBA. И здесь, соответственно, я могу включать разные облака. Вот такие, даже вот такие. И могу их даже миксовать. Также я могу включить Wind, включить Horizontal и выбрать Custom. И теперь у меня облака будут двигаться. Можно даже увеличить скорость их движения. И также можно включить чекбокс Cast Shadows, для того, чтобы облака у нас отбрасывали тень на Terrain. Вот так красиво получается. И теперь мы можем менять угол солнца. У нас будут получаться красивые закаты, рассветы и так далее. Ну, давайте сейчас вернемся к Terrain и посмотрим, что с ним не так. Смотрите, у нас сейчас сразу видна проблема, что большая часть Terrain у нас стала просто плоской в Unity. Почему так произошло? Ну, потому что у нас в Unity Terrain должен всегда начинаться от нуля координат, то есть он может идти только наверх. А у нас в Houdini, как вы видите, Terrain также опускается вниз. На самом деле здесь его несложно исправить, мы можем просто в начальном нашем height field задать какую-то начальную высоту. Выбрать, например, что initial height у нас будет там 150 метров над уровнем моря. И для того, чтобы пересчитать эрозию, щелкнем с Ctrl на вот этом мозге. Отлично, вот у нас появилась какая-то начальная высота. Давайте снова выберем экспорт. Отключу галку Show Dialog и нажму Import Terrains. Отлично, вот наш Terrain. И теперь мы видим все его складки. Ну что ж, давайте мы теперь его затекстурируем. Каким образом вообще происходит текстурирование террейнов в Unity? Если мы сейчас выберем с вами наш Tile, пойдем вот сюда вот, и выберем здесь Paint Texture в этом списке, то у нас появится возможность рисовать текстуры по террейну. Для того, чтобы их рисовать, нам необходимо добавить так называемые Terrain Layer. Вот здесь можно выбрать, например, Edit Terrain Layers, и либо создать новый, либо добавить какой-то существующий. Что такое Terrain Layer? Давайте я покажу. Я вот здесь скачал Terrain Sample Assets с Asset Store, и здесь уже есть готовые Terrain Layer, это вот такие вот файлы. Они выглядят следующим образом. Здесь есть три текстуры: диффузная, нормалка и маска, в которой у нас упакованы в разные каналы металлик, АО, smoothness и карта высоты. Также для текстуры маски мы можем отдельно делать ремап различных каналов, RGBA. У нас есть установки по умолчанию для спекуляра, металлика и смузнеса, а также установки тайлинга.
Ну и, соответственно, вы можете взять либо какие-то готовые террейн-лейеры, либо упаковать их самостоятельно. И из Unit Toolkit на самом деле это сделать очень просто, потому что у нас есть специальная нода для создания террейн-лейеров. Она так и называется UT Terrain Layer. Давайте мы добавим ее куда-нибудь вот сюда. Она позволяет создавать файлы Terrain Layer прямо из PBR-текстур. Я могу здесь выбрать любое количество слоев. Открываю Textures, и для начала я должен выбрать диффузную текстуру, обычно это Base Color, Albedo или типа того. И у меня в проекте уже есть какие-то текстуры, накачанные с Megascan, и давайте я покажу, как это делается. Здесь я выберу, вот, например, Rough, Rocky Ground, Base Color. И дальше нажимаю кнопку Fill Textures. Скрипт в этой же папке найдет все текстуры, у которых суффиксы соответствуют назначению, там Normal, Roughness, AO, Depth, Metallic, и подставит их, если они существуют. Также, поскольку мы все это скачали с мегасканов, поставим Invert Normal, потому что по умолчанию нормалки в мегасканах, они в DirectX. Ну и, соответственно, здесь те же самые параметры. Помните, Remap, Specular, Metallic, Smoothness и размер текстуры. То, что у нас запишется в Terrain Layer. Кстати, размер текстуры – это очень важно. Вот этот UV Size – это размер текстуры, одного тайла текстуры в метрах. То есть, условно говоря, если мы здесь поставим 4 на 4, то квадрат 4 на 4 метра на нашем террейне – это будет один тайл текстуры. Хорошо, мы настроили. Давайте назовем это Rough Rocky. Добавим еще несколько текстур. Здесь у меня, например, есть Sand. Выбираем Base Color, Fill Textures, Invert Normal. Называем Sand. Добавляем следующую. Давайте выберем вот Rock Cliff, Base Color, Fill Textures, Invert Normal. Это будет Rock Cliff. Также давайте у каждой текстуры мы настроим вот этот самый размер. У песка сделаю 4 на 4 метра, а у клифа сделаю, ну, допустим, 16 на 16, потому что он будет на скалах, которые мы будем видеть издалека. И давайте посмотрим на остальные настройки. Префикс – это общее название группы наших слоев. То есть мы можем, например, выбрать Megascans. И здесь у нас две папки. Unity Texture Folder – это та папка, в которую у нас будут выгружаться запакованные текстуры. Output Folder – это папка, в которой у нас будут лежать получившиеся слои. Также здесь у нас есть меню Pack Schema – это то, куда мы будем загружать карту глубины. По умолчанию стоит Depth in Mask, то есть если у нас создается маска, мы в синий канал загружаем глубину. Но также если у нас маски нет, мы можем загрузить глубину в альфа-канал диффузной карты. И также, когда мы записываем карту глубины в маску, мы можем записать Smoothness в diffuse альфу. Ну, это, в общем, разные настройки просто, которые существуют в шейдере Unity. Сейчас мы оставим по умолчанию. Также есть Resolution, в котором мы можем ограничить разрешение каждой карты отдельно. И также есть кнопка Preview. Эта кнопка нужна для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть масштаб текстур на реальном террейне. Проблема Houdini заключается в том, что в Houdini очень плохой viewport. И всегда, когда дело касается террейнов, текстуры там будут не обновляться, они будут показываться как-то криво. Поэтому здесь для превью я сделал следующую историю. У меня террейн превращается в обычные полигоны. Вот с таким вот density. То есть, если у вас слишком большой террейн, вы можете здесь density понизить, да, для того, чтобы он был не такой высокополигональный. И, соответственно, здесь мы можем подлететь поближе и посмотреть, как выглядит та или иная текстура из наших созданных здесь вот 0, 1, 2 на реальном масштабе. Или же мы можем прямо здесь в этом списке нажать кнопку Preview Layer, и этот слой у нас отобразится в превью. Ну, давайте мы сохраним эти три слоя пока, выберем Export, и в окне Prefab Importer нажмем на кнопку Terrain Layers. Именно по этой кнопке мы и импортируем все слои, которые пришли из Houdini. И смотрите, теперь в папке Terrains, Layers, у нас появилось три файла Terrain Layer, Megascan Rock Cliff, Megascan Rough Rocky и Sand. И, как вы видите, в них у нас упакованы наши текстуры. И все настройки перенеслись сюда. Отлично, теперь давайте назначим эти текстуры на отдельные слои. Сейчас у нас на террейне после эрозии образовалась на самом деле куча всяких слоев. Тут есть sediment, bedrock, water, debris. И мы можем поднастроить их, но давайте на самом деле я их сейчас всех удалю. С помощью банальной ноды Blast, можно даже где-нибудь вот здесь ее положить. Удалю просто все лишние. Смотрите, bedrock, debris, flow, dir x, y, z, sediment и water. У нас здесь останется только hide и маска. И в файле Terrain Helpers, который мы установили, у меня есть два дополнительных ассета. И один из них это UT Terrain by Feature.
Этот осет создает наиболее часто употребимые маски для текстурирования. Давайте поставлю эту ноду сюда, до ноды UT Material, и включу чекбокс Preview. И у меня сразу подкрасились все созданные в этой ноде слои. Вот здесь они перечислены. Это Soil, Rock, Convex, Concave и Slump. Давайте посмотрим. Что такое Soil? Это почва с достаточно маленьким углом. То есть, например, вот какие-то более крутые углы – это у нас явно скала, здесь земля не задержится. А менее крутые – это Soil. И вы видите, что Soil у нас покрашен зеленым. Вот этот вот угол наклона мы можем регулировать вот здесь. У меня стоит сейчас 35 градусов. Rock – это, соответственно, более крутые склоны. Вот голубым таким подсвечено. Convex – это части, которые выдаются наружу. Вот они. Такие выпуклые части горы. И Concave, вот такие фиолетовые, это, соответственно, впадины всякие в горе. Обычно в них собирается всякая грязь, они визуально темнее, чем остальные части. А Slump – это, соответственно, масса, которая сползает с горы. Это может быть там песок, это может быть трава и так далее. Ну, соответственно, здесь у нас есть вот эти вот 5 слоев, на которые мы можем что-то назначить. Ну, давайте для начала мы объединим слои Soil и Slump. Для этого я положу ноду Combine Layers, Hide Field Combine Layers. И здесь я выберу, что у нас Soil равен максимум с Slump. И теперь выберем Delete Source Volumes, для того, чтобы Slump у нас просто удалился. И вот вы видите, у нас теперь зеленым покрыто все вот это пространство. Идем на ноду Terrain Export, во вкладку Textures. И здесь мы выбираем сплат-карты. Сплат-карты – это, собственно говоря, terrain layer, который мы создали, и какая-то маска альфа-канала, которая говорит, где эта карта будет показываться. И давайте здесь я создам какое-то количество, и здесь я могу выбрать слой из входящих в эту ноду. И base – это слой, который как бы заливает всю карту целиком. В случае, если у вас после сложения всех альфа-карт остаются какие-то дырки, соответственно, будет виден этот слой. Давайте мы его оставим и выберем здесь, соответственно, какой-нибудь наш Megascan Rock, Rough Rocky. Дальше здесь мы выберем Soil, и, соответственно, здесь выберем Megascan Sand. И дальше мы выберем Rock, и здесь мы выберем Megascan Rock Cliff. И давайте посмотрим, как будет выглядеть наш террейн с этими текстурами. Нажимаем Export, Import Terrains. И отлично, как вы видите, наш террейн подкрасился. У нас сейчас есть здесь 3 текстуры. Текстура песка, текстура камня и еще одна текстура камня, которая может где-то проглядывать. Вот здесь она проглядывает. Здесь можно сделать ее, соответственно, побольше, потому что какая-то она слишком мелкая. Когда мы говорим про вот эти вот карты, сплат-карты, в Unity есть некоторое количество ограничений по их количеству. Если вы работаете, например, в HDRP, то их максимум может быть 8 штук. Если вы работаете в URP и при этом используете Deferred Renderer, то у вас будет всего 4 сплат-карты. Если же вы используете Forward Plus, то у вас будет в принципе бесконечное количество сплат-карт, но при этом необходимо учитывать, что каждая новая карта у вас будет просаживать производительность. Если же вы используете микросплат, то у вас по умолчанию будет 32 слоя возможных, а также можно докупить плагин, который расширит это количество до 256, если вам такое, конечно, нужно. Ну, давайте создадим еще несколько новых слоев. И давайте экспортируем. На ноде UT Terrain Layer мы нажмем Export. Перейдем в Unity и нажмем на кнопку Terrain Layers. Отлично, вот эти слои у нас появились, и давайте мы их тоже назначим. И давайте добавим еще несколько слоев. У нас есть Concave. И здесь, чтобы новые слои появились в этом списке, нажмем на кнопку со стрелочками. И выберем, давайте, что это у нас будет. Cracked Rock. А Convex, например, сделаем, ну, тот же самый, наверное, Rock Cliff. Выбираем Export, Import Terrains. И сразу видно, как преобразился террейн, как изменились текстуры. Вот он выглядит вполне неплохо для настроек шейдера по умолчанию. Таким образом, вы можете добавлять новые слои и сразу же их текстурировать. Слои можно добавлять как процедурно, через Hide Filter Route или еще как-то. Можно их рисовать масками. У нас есть отличная нода, которая называется Mask by Feature. Hide Field Mask by Feature.
который позволяет, например, создать маску по высоте, маску по окклюзии, маску по направлению, для того, чтобы, например, с северной части гор у вас был более темный камень, а с южной более светлый камень и так далее. То есть, в принципе, вы можете довольно гибко настраивать эти слои. И давайте я покажу еще одну ноду, которая была добавлена в Terrain Helpers, UT Terrain Biome. Она позволяет выделить какую-то область вашего террейна с помощью кривой и назначить на слои этой области новое имя. Положим ее вот сюда вот и нарисуем масочку. Выбираю вид сверху, пробел 2. Выбираю здесь Create in Context, для того, чтобы рисовать прямо внутри этой ноды. И выбираю на верхней полке Create Curve Bezier. Нарисуем какую-то область, которую мы, например, хотим засадить травой. Я просто рисую вот такую вот маску. Здесь можно делать ее гибкой. В принципе, сейчас это не так важно. Я создаю вот такую маску. Давайте отнесем ее вот сюда. И мне необходимо положить на нее имя, название этого биома. Я кладу ноду Name и, допустим, выберем, что это у нас будет называться Grass. Включаем маску во второй вход ноды Terrain Biome. Давайте переключим флаги сюда. И вот вы видите, что эта область у нас перекрасилась, потому что она у нас переименовалась. Здесь есть довольно простые установки, там занозить немножко границу можно, немножко ее разбурить. Но в целом самое главное, что здесь после этой ноды появились новые слои. Видите, Grass Soil, Grass Rock, Grass Water, Grass Concave, Grass Convex. То есть из тех слоев, которые были до этого, этот участок вырезался и добавился в новые слои с новым названием. Я положу ноду Hide Field Combine Layers. Для того, чтобы вернуть обратно скалы, да, я хочу, чтобы у меня трава росла только на плоских участках, то есть там, где soil, и я сделаю следующую историю. То есть у меня rock, например, будет равен rock максимум и grass rock. Выбираем delete source volumes для того, чтобы grass rock у нас убрался. Добавляем еще один combine layer. И здесь мы давайте выберем вместо rock concave. И здесь мы выберем grass concave. И еще раз альтом я щелкну и выберу Convex и Grass Convex. Таким образом, здесь у меня остался только Grass, нижнее подчеркивание Soil. Здесь мы выбираем еще один слой. Выбираем Grass Soil и выбираем Megascans Grass. Экспортируем. Переходим в Unity, нажимаем Import Terrains. Так, давайте посмотрим. И вот отлично, у нас с вами появился биом, в котором лежит трава. Текстура травы мне не очень нравится, она слишком тайлится. Но, в принципе, сейчас мы ее закроем реальной травой. И, как вы видите, здесь у нас в этих биомах все еще остались скалы. И при этом также есть трава. А здесь у нас песок. Ну и давайте разберемся, как мы можем засадить этот участок реальной травой. Для этого в террейнах Unity у нас есть такая штука, которая называется Details. И они бывают двух видов. То есть мы можем, во-первых, рисовать траву с помощью обычных текстур с альфа-каналом. Вот смотрите, у меня есть в другом проекте вот такие текстуры. Они выглядят следующим образом. Это просто трава с альфа-каналом. Они могут быть в виде билбордов, то есть постоянно смотреть в камеру, или же просто как обычные квадраты, как бы крест-накрест поставлены. Но такая трава текстурная может использоваться только в URP и в built-in, а в HDRP мы ее использовать не можем. В HDRP мы можем использовать только меши, и давайте я покажу. Я уже скачал вот этот Terrain Sample Assets, и там есть неплохая трава. Я ее положил в папку Terrains, Details, Meshes. Это вот такие вот кустики, вот такая вот травка. И смотрите, важный момент, что в этом префабе Mesh-рендерер и Mesh-фильтр должны лежать на самом верхнем уровне. То есть они не должны быть вложены в какой-то другой объект. Они у меня лежат в папке Terrains, Details, Meshes. Давайте мы перейдем в Houdini. И на ноде UT Terrain Export у нас есть вкладка Details. И здесь мы можем назначать конкретные детали, конкретные виды травы на разные слои в нашем проекте. Для начала необходимо их добавить. Выбираем Setup. И вот здесь у нас есть прототипы. Давайте добавим какое-то количество вариантов травы. Здесь мы выбираем Type Mesh, потому что в HDRP у нас текстуры не работают. И здесь мы можем выбрать Mesh, который у нас лежит в проекте. Вот по такому пути, смотрите, Settings, Mesh Folder, это Assets, Terrains, Details, Meshes. То есть именно то место, где я уже положил эти меши.
Если бы это были текстуры, они лежат вот здесь вот. Ну и, соответственно, здесь давайте выберем Grass A. И здесь стандартные настройки. У нас есть как бы минимальный и максимальный размер, то есть у нас будет некоторый рандом. У нас есть тинт для травы, которая молодая и маленькая, и старая. На самом деле в данном случае это не будет работать, потому что у этих конкретных моделей травы там свой шейдер. И также у нас есть разные другие установки. Давайте пока оставим как есть и добавим еще несколько вариантов. Mesh. Давайте добавим Fern. Еще вариантик Mesh. Давайте добавим какой-нибудь Heather. И вот у нас будет 3 вида травы. Теперь переходим в Layers и добавим один слой. И меня интересует Megascans Grass. Сюда у нас в этот список попадают те слои, которые мы назначили вот здесь вот. То есть мы конкретно на Megascans Grass назначим наши прототипы травы. У нас их 3, напоминаю, Grass A, Fern A и Heather A. И смотрите, здесь у нас число от 0 до 255, которое определяет плотность конкретного типа травы. И, соответственно, давайте мы сделаем что-нибудь типа, что Grass у нас будет 64, Fern у нас будет появляться там 8, допустим, а Heather будет появляться, ну, допустим, 4. И также плотность травы у нас настраивается в Setup, Settings. Вот здесь у нас есть два значения per patch и max per cell. Unity делит наш terrain на определенные клетки. И здесь мы показываем, сколько у нас этих клеток будет внутри нашего террейна. И здесь сколько травы в целом у нас будет внутри одной клетки. То есть в зависимости от размера вашего террейна, физического размера, вам понадобится, скорее всего, менять эти значения. Ну, давайте мы выберем, например, здесь 32 и max per cell мы сделаем что-нибудь типа 64. Выбираем экспорт и снова нажимаем Import Terrains. Отлично, вот у нас появилась трава. Правда, она сейчас выглядит розовой. Для того, чтобы трава стала нормального цвета, нам необходимо подключить профиль просвечивания. В данном случае я просто на материале любого из этих растений могу нажать на кнопку Fix, да, что мне необходимо подключить Diffusion профиль на вот этот volume. Либо я могу здесь выбрать, соответственно, Diffusion Profile List. И здесь добавить профиль, который у нас существует, Foliage Diffusion Profile. И все, теперь у нас растение, травка будет показываться нормальным цветом. Но, как вы видите, пока что плотность не очень высокая. Давайте вернемся в Houdini и увеличим вот здесь, наверное, до 256. Выбираем экспорт, переимпортируем. И вот, пожалуйста, у нас появилась более плотно засаженная трава. Ну, соответственно, мы можем менять плотность для каждого типа травы. Например, вот эта трава, у нас может быть плотнее. Ее можно сделать, в принципе, даже побольше. Давайте мы еще немножечко поднастроим качество рендера. Чтобы трава выглядела красивее, всегда хорошо добавить Ambient Occlusion. Добавим его здесь. И немножко поднимем интенсивность. И можно поиграть с радиусом. Также хорошо работают Micro Shadows. Давайте включим Enabled. И Opacity понизим. Эти Micro Shadows у нас будут появляться там, где есть карта нормали. И, соответственно, на траве она будет выглядеть посимпатичнее. Вот как-то так, совсем слабенько. Желательно ее ставить. И также давайте выберем солнце. И здесь выберем Shadow Map Resolution какой-нибудь повыше. Ну, хотя бы Medium. И, кстати говоря, видите, у нас есть дальность прорисовки травы, которая назначается вот здесь, на самом террейне. Вот здесь вот у нас есть Detail Distance. Мы можем ее увеличить. И вот эти настройки, которые здесь есть, мы можем также назначать и из Houdini. Смотрите, давайте я сделаю что-нибудь типа там 200. И здесь можем сразу выбрать Draw Instance Set. И, в принципе, настроить любые другие настройки, которые у нас здесь есть. И сохранить их в Preset. Давайте я выберу здесь. Create New Terrain Preset. Давайте создам папку Presets. В нее сохраню пресет с названием Terrain. Важный момент, что в названии пресета у нас не должно быть пробелов. Теперь переходим в Houdini. И вот здесь вот на ноде Terrain Export во вкладке Settings у нас есть вот такой параметр Terrain Preset. Давайте выберем обновить. И вот здесь у нас появился. И теперь всякий раз, когда мы пересоздаем наш Terrain, все эти параметры у нас восстановятся. Кроме вот этих параметров Wind Settings for Grass, потому что они хранятся не на компоненте Terrain, а внутри ассета. Это, в общем, сложно. Поэтому, если вы используете эти параметры,
а в принципе их можно использовать только с текстурной травой, то вы можете настроить их вот отсюда. Вот смотрите, вот здесь они. Wind Settings for Grass. То есть мы можем настраивать террейн прямо из Houdini. Очень удобно. И естественно, здесь мы можем, например, добавить еще один слой, выбрать другой слой, на который мы можем посадить совершенно другие типы травы, для того, чтобы в разных частях там леса была разная растительность. В общем, это все отлично работает. Давайте теперь поговорим про деревья. Допустим, мы не просто хотим сюда засадить траву, но еще хотим посадить деревья. Что для этого нужно сделать? Ну, на самом деле все очень просто. У нас есть второй вход, и в этот вход мы можем подключить точки с атрибутами трансформации. В этих точках у нас появятся деревья. Давайте я покажу. Я использую ноду, которая называется Height Field Scatter. Она позволяет скаттерить точки по поверхности Height Field. Я подключу Height Field также во второй вход скаттера, для того, чтобы он использовал маску. И здесь в Mask Layer я выберу, что это у нас будет Grass Soil. То есть я хочу, чтобы у меня деревья сажались только на тех местах, где у меня уже сидит трава. Давайте я выключу Keep Incoming Terrain, для того, чтобы у меня были видны только точки. Ну, сейчас их слишком много, 40 тысяч. В принципе, это не критично, но давайте мы сейчас выберем здесь By Density, using Mask Layer. Ну и, в принципе, можно оставить что-то подобное. Также дополнительно можно поработать с наклоном. То есть я здесь также могу выбрать Mask by Feature, Height Field Mask by Feature. Вот, например, здесь во втором входе. И выбрать, что я хочу замаскировать только прямые участки, которые смотрят наверх. Вот, например, от 0, и здесь, допустим, будет 10 градусов. И вот только прямые участки, которые смотрят именно наверх, использовать. То есть я могу сделать вот так, потом могу сделать Combine Layers, Height Field Combine Layers. И здесь выбрать, что Grass Soil у меня будет умножаться Multiply на маску. Соответственно, на тех участках, которые у меня находятся под углом, не будет деревьев. Дальше необходимо положить на эти точки атрибут Name. С помощью ноды Name я выбираю класс Point и давайте назовем, например, Trees. И дальше положить ноду, которая называется UT Prefab. Это нода для инстансинга префабов, но также мы можем ее использовать вместе с террейнами. В папке Prefabs Parts, это вот эта самая папка, которая называется Instance Folders, у меня лежат деревья. Смотрите, у меня здесь есть 5 видов деревьев. У них уже настроены лоды. Это вот такие вот сосны. Ну и, соответственно, их можно использовать прямо в террейне. И поскольку я в Houdini при установке настройки проекта, как вы помните, вот здесь указал папку Prefabs Parts, то эти деревья у меня должны появиться здесь в меню. Смотрите. Вот они. То есть теперь я могу выбрать Prefab Source, Random, и выбрать здесь 5 деревьев. Смотрите, Pine 1, 2, 3, 4 и 5. И здесь с помощью ползунков Weight я могу менять вероятность появления каждого конкретного дерева. И это все теперь я могу воткнуть деревья во второй вход ноды UT Export. Ну и, кстати говоря, у нее есть третий вход, куда я могу воткнуть геометрию деревьев, если хочу посмотреть, как примерно это будет выглядеть, где они будут сидеть. То есть я вот, например, положу бокс какой-то высокий, вот такой вот, да. И, соответственно, давайте он будет у нас какой-нибудь 10-метровый, сдвинутый наверх на 5 метров. И вот так будет выглядеть у меня лес. Ну и, соответственно, здесь я могу положить реальные модели деревьев. И могу на них также положить атрибут с названием Prefab. Это строковой атрибут, примитивный, для того, чтобы видеть, какое конкретно дерево где появляется. Важный момент, когда мы используем деревья в террейне Unity, они всегда смотрят вертикально вверх. Они не могут поворачиваться, наклоняться. Поэтому, соответственно, здесь все повороты будут только вокруг вертикальной оси. Кстати говоря, про повороты, давайте на ноде Height Field Scatter мы их и сделаем. Вот здесь есть Randomize Yaw. Включаем, и, как видите, у нас деревья начинают поворачиваться. Если мы, например, будем менять Randomize Up, то они будут наклоняться относительно горизонтальных осей, но здесь в ноде UT Terrain Export эта штука будет отбрасываться на превью, потому что в террейне Unity она также будет отбрасываться. Поэтому здесь эту штуку Randomize Up можно поставить в 0. Ну что, давайте проверим. Нажмем Export, перейдем в Unity и нажмем Import Terrains. И вуаля! У нас готов лес. И, соответственно, вот такую красоту можно сделать буквально за несколько минут.
Пойдем дальше. Иногда в террейне бывает необходимо прорезать дыры. Ну, например, вы делаете какое-то подземелье или колодец или пещеру. Вам необходима какая-то дыра в террейне, то место, где он не рендерится, для того, чтобы игрок мог сквозь нее пройти. И такие дыры мы тоже можем сделать из Houdini. Но для начала нам необходимо их включить в проекте. А в HDRP и в URP они включаются на вот этом Scriptable Object с настройками рендера. Вот здесь сверху есть чекбокс Terrain Hole. Мы его включаем. Теперь перейдем в Houdini и добавим еще дыру. Существует нода, которая называется Hide Fill Cutout by Geometry. Вот так вот. Которая как раз позволяет добавлять эти самые дыры. Давайте мы вот так вот опустим. В первый вход втыкается наш террейн, а во второй какой-то объект, ну, например, сфера. Давайте мы сделаем сферу достаточно большую, 100 метров в диаметре. Давайте сейчас я сферу подниму, чтобы она с террейном пересекалась. По умолчанию у нас террейн остается только в месте, где находится эта сфера, но мы можем сделать инверт и положить такую дырку. На самом деле, что произошло? У нас добавился еще один слой, который называется альфа с большой буквы. И мы можем его использовать. В ноде Terrain Export у нас есть вкладка Holes, включаем Enable Holes и выбираем Hole Layer альфа. Экспортируем. Import Terrains. И, пожалуйста, у нас в террейне образовалась дыра. Ну и, соответственно, для того, чтобы сделать красивую какую-то дыру, вход в подземелье, вам необходимо сделать его геометрией, замаскировав вот эти рваные края. Но, как видите, достаточно просто мы можем из Houdini эти самые дыры назначать. Давайте я пока это выключу. Допустим, мы хотим сделать большой террейн, у нас игра с какой-то гигантским ландшафтом, или у нас открытый мир, или типа того. Очень часто террейны необходимо нарезать на квадраты отдельные, и в Unity с помощью каких-то средств стриминга террейнов уже их включать в тот момент, когда игрок начинает их видеть. И в Unitoolkit у нас есть такая возможность. Мы можем нарезать большой входящий террейн на отдельные квадраты. Сейчас у нас террейн 1024 на 1024 вокселя. Давайте мы его порежем на 4 части, то есть каждой части будет 512. Для этого мы идем в Settings, выбираем Split Terrain, и здесь у нас есть Chunk Resolution. Смотрите, здесь можно выбрать 256, 512 или 1024. Оставим 512, но, естественно, сторона террейна должна делиться на это число, иначе ничего не получится. Выбираем Export, Import Terrains, и на первый взгляд ничего не изменилось. Но если мы откроем Prefab Test, то мы увидим, что вместо одного тайла у нас здесь 4 тайла. Обратите внимание, наш террейн разрезался на 4 куска. И они бесшовно слиты вместе, потому что на верхнем уровне, на самом префабе, у нас положился скрипт, который называется Terrain Binder. В этом скрипте у нас назначаются правильные соседи для каждого террейна. Это нужно для того, чтобы на границах террейнов у нас были одинаковые нормали и одинаковые лоды, для того, чтобы не было каких-то видимых щелей. Смотрите, как все это работает под капотом. У нас в проекте появилась папка, которая называется UT, нижнее подчеркивание, Assets. В этой папке есть папка Editor и папка Terrains. И, как вы видите, в ней есть подпапка Test, в которой хранятся все наши тайлы. То есть для каждого тайла, который мы выгружаем, у нас здесь сохранилось, смотрите, карта высоты. Это EXR файл. Карта дырок. 2 сплат-карты. Почему 2? У нас с вами, смотрите, 6 слоев. И в каждую сплат-карту у нас пакуются в RGBA каналы по 4 слоя. То есть, если у нас было бы 4 слоя, была бы всего лишь одна сплат-карта. То есть, здесь в каждом канале у нас хранятся вот эти вот самые альфа-карты для текстурирования. И здесь тоже вот первый канал, второй канал. И в третьем пусто. Также здесь у нас есть файл trees.json.l. Это запакованная информация о каждом дереве, которое хранится на этом чанке. И, как вы видите, сейчас у нас 4 тайла, и в каждом из них 4 текстуры. Если вы, допустим, возьмете террейн 4096 на 4096 и порежете тоже их по 512, у вас получится 64 таких тайла. Соответственно, вы можете умножить все это на количество текстур и понять, что это сильно замедляет работу в проекте. То есть у вас теперь и импорт, и экспорт будет достаточно медленный. Ну, в зависимости от скорости вашего винчестера, вам просто придется записывать и читать большое количество текстур. И кроме того, они начинают занимать какое-то место на диске. Поэтому я рекомендую эту папку UT Assets поставить в gitignore, для того, чтобы у вас он не занимал место в репозитории. Потому что это в конечном итоге служебная папка, которая необходима только в тот момент, когда мы импортируем террейн. И в конечном итоге все вот эти вот тайлы отдельные собираются в один большой префаб. Но также мы можем поместить каждый тайл в свой отдельный префаб. Ну, для того, чтобы использовать, например, его с вашим каким-то движком для стриминга террейнов.
Да, как я и говорил, для того, чтобы новый terrain загружался в сцену только тогда, когда он виден игроку. На самом деле это просто сделать. У нас есть нода, которая называется UT Terrain Plugin. Мы ее тоже ставим сюда в первый вход. И здесь есть возможность добавлять какие-то плагины для обработки террейнов. И здесь, когда мы с вами обновляем, мы видим, что пока есть только один плагин, который называется Save Each Tile to a Prefab. Давайте мы его выберем. Снова экспортируем. Import Terrains. И смотрите, в папке Assets, Terrains, Test, где у нас, собственно, сохраняются все ассеты террейнов. Вот видите, здесь плат-карты. У нас также появилась папка Tiles, в которой есть 4 префаба. И, как вы видите, у каждого из этих префабов уже установлена правильная позиция. То есть, если просто мы поместим их в сцену, то они будут стоять друг другу стык в стык. И таким образом вы можете использовать эти префабы в каких-то своих системах стриминга. Возможность разрезать террейн на квадраты позволяет нам обойти еще одно ограничение. Дело в том, что в Unity террейн обязательно должен быть квадратный. Но у нас изначально террейн может быть любых пропорций. Главное, чтобы он нормально нарезался на квадраты. Давайте мы так сделаем. Например, сейчас я просто для эксперимента вот здесь сделаю террейн 1024 на 512. Соответственно, мне необходимо пересчитать эрозию. С Ctrl щелкаю сюда. Террейн выглядит вот так. Давайте мы его сохраним. У нас все еще нарезка по 512 и террейн размером 512 на 1024. Давайте мы, кстати, выключим дыры. Экспортируем. Import Terrains. И, пожалуйста, у нас с вами получился не квадратный террейн. И при этом на нем все так же работает трава, работают деревья и все в порядке. Сейчас я пока верну, как было, и пересчитаю. И смотрите, важный момент, когда мы с вами разрезаем террейн на квадраты, мы, естественно, не хотим, чтобы на стыках этих квадратов были какие-то швы. И они могут появляться, если вы неправильно выставили UV Size в установках вашего террейн лейера. Как я и говорил, UV Size – это физический размер одного тайла. То есть 4 на 4 – это значит, что 4 на 4 метра у нас будет занимать один тайл текстуры. И при этом начало координат у нас будет находиться в углу тайла. То есть если вы здесь сделаете размер не кратный размеру физическому вашего террейна, то у вас текстура дойдет до конца тайла, а потом начнется сначала, и у вас будет видимый шов. Поэтому важно смотреть, чтобы размер одного квадрата у вас всегда был кратен вот этому UV-сайзу. Ну, поэтому проще всего работать со степенями двойки. То есть здесь вы можете поставить там 8 на 8, 16 на 16 и так далее. А вот если вы поставите 15, то уже могут быть проблемы. В следующей части урока мы поговорим про работу с микросплат, мы поговорим про работу с системой воды, как сделать текущие реки, озера и так далее. Так что не пропустите.